Серия взрывов, самый массированный удар американскими ракетами по территории РФ, куда били. В России объявлен режим повышенной готовности у границ НАТО. Непредвиденная ситуация в 2 городах. Нападение на силовиков, заявление о гражданской войне. Тяжелая техника стянута на главные улицы. Властям выдвинуты требования. Украинцы и россияне как старые добрые друзья. Совместный обед и дружеская атмосфера. Всплыли новые детали переговоров между Москвой и Киевом в Абу-Даби. 2 пути для украинцев: либо сдаться, либо уничтожить Россию. Жесткое заявление из Верховной Рады. Здание правительства атаковано, введение режима ЧС. США накрывают протесты и штурм. Срочная эвакуация и немецкий ответ Трампу, а еще призыв из Берлина не демонизировать Россию. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. НАТО превращает границы в горячую зону. Войска Альянса готовятся к ликвидации военных России. На кордоне с Россией и Беларусью создается автоматизированная линия сдерживания, где военный ответ может быть нанесен без появления солдат Альянса. Совсем, как заявляется, справятся роботы. Речь идет о проекте «Восточная линия сдерживания НАТО», новой системе обороны, которая протянется от Финляндии до Румынии. Об этом заявил генерал НАТО и представитель Бундесвера Томас Ловен. Он уверяет, что цель — сломить наступление России, если такое будет еще на границе. Издание Welt пишет, что вдоль границ формируется специальная оборонная зона, насыщенная тысячами датчиков. В нее входят спутники, дроны, радары, акустические и оптические сенсоры, а также ИИ-системы, которые в реальном времени анализируют потоки данных и автоматически выдают цели указания. Эта зона будет в основном безлюдной, постоянного присутствия солдат там не предполагается. В НАТО уверяют, в спецзоне при наступлении силы противника будут ликвидированы. К ним относятся вооруженные беспилотники, частично автономные боевые машины, беспилотные роботизированные наземные системы, которые, на мой взгляд, повлияют на сухопутную войну так же, как дроны сейчас влияют на воздушную, а также автоматизированные системы ПВО и ПРО. Эти взаимосвязанные системы предназначены для быстрого обнаружения противника, лишения его свободы действий, боевой мощи и инициативы. При этом в Альянсе подчеркивают, речь идет не о замене солдат. Новая система нужна для того, чтобы выиграть время, сохранить войска и встретить атаку еще до того, как она перерастет в полноценную войну. Жители Литвы встали живой цепью у границы с Беларусью. Так литовцы протестуют против строительства огромного военного полигона в городке Капчаместис, расположенного недалеко от границ Польши и Беларуси. Как пишут местные СМИ, на акции пришли тысячи жителей Литвы. Люди выстроились в длинную цепь, напоминая Балтийский путь. Протестующие заявляют, что территория города и его окрестностей непригодна для использования в качестве полигона. Кроме того, на территории будущего военного объекта находится 90 домовладений. Из них 13 расположены непосредственно в зоне стрельбища. И по словам главы Минобороны Литвы Каунаса, эти дома подлежат обязательному выкупу с целью отселения людей. Власти обещают компенсацию. Переносить полигон в другое место ведомство не собирается, поскольку это вопрос нацбезопасности страны, говорится в заявлении. Значение нового полигона неоспоримо, и он будет создан. Создавая полигон в Капчаместисе, мы продолжаем персональные консультации и идем на компромиссы, чтобы максимально учесть ожидания местных жителей. Удар американскими ракетами по России. Власти Белгорода сообщают о самом массированном обстреле города за время войны. По словам губернатора региона Гладкова, Белгород атаковали, вероятно, с помощью системы «Хаймарс». Цель – энергетические объекты. Это вероятный ответ ВСУ на атаки ВС РФ по энергетическим объектам Украины. Предварительно никто не пострадал. Есть повреждения объектов энергетики, сообщил Гладков. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелась хозпостройка, также возник пожар в одном из дворов города. По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно «Хаймерсами». Предварительно пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места. Россияне и украинцы как старые добрые друзья. Так, на фоне обстрелов о прошедших переговорах в Абу-Даби пишет западная пресса. Украина и Россия не отказываются от дальнейших встреч. Следующий раунд диалога между Киевом и Москвой при посредничестве США пройдет в Абу-Даби уже 1 февраля. Издание Axios пишет, что за 2 дня переговоров были обсуждены все вопросы: российские территориальные требования по Донбассу, спор вокруг Запорожской АЭС и то, какие шаги по деэскалации потребуются от обеих сторон, чтобы стало ясно, что война окончена и не возобновится. Кроме того, россияне и украинцы вместе сели за обеденный стол. По завершении 2-го дня переговоров все 3 делегации вместе пообедали.
Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды, отметил американский чиновник. Все прошло настолько хорошо, насколько мы могли ожидать. Мы довольны тем, где находимся сейчас, добавил второй чиновник. Либо сдаться и умереть под оккупацией, либо уничтожить Россию как военную угрозу. Это заявление из Верховной Рады Украины. Так считает секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Роман Костенко в эфире 24 канала заявил, что любые переговоры о мире Кремль связывает только с передачей территорий, на что Киев не может согласиться. Костенко уверен, если это произойдет, то следующая война неизбежна. Окончание войны в ближайшее время не видно. Также считают в Верховной Раде, говоря, что Россия готова спокойно и комфортно воевать еще как минимум полгода или год. Именно поэтому сейчас перед украинцами два пути – либо сдаться, либо воевать. Давайте послушаем. Либо сдаться и потом терпеть последствия оккупации, я не знаю, сколько людей вообще выживет после этого, либо драться. Другого выбора просто нет. Кто бы что ни говорил, кто бы ни выступал против войны, я тоже против войны, но вопрос в том, что альтернативы нет. Либо умереть, либо уничтожить Российскую Федерацию. Вот и все. Все остальное достаточно посмотреть на оккупированные территории и на то, что они делают с людьми. Европейский союзник Путина, известный своей дружбой с ним и многолетней работой в Роснефти, Герхард Шрёдер, бывший немецкий канцлер, призывает к сотрудничеству с Россией. Германия и Европа летят в опасную спираль. Милитаризация разгоняется, риторика ужесточается, а вместе с ней накачивается образ вечного врага, считает Шрёдер, о чем пишет для Berliner Zeitung. И это, по его словам, ведет не к безопасности, а к саморазрушению. Главный его посыл – не демонизировать Россию. Шрёдер подчеркивает, война в Украине, по его оценке, не подлежит оправданию. Она противоречит международному праву и связана с нарушением прав человека. Но при этом он настаивает, превращать Россию в страну варваров и вечного врага – это была цитата «путь в тупик». Шрёдер также сочувствует солдатам по обе стороны фронта, и украинским, и российским, которых отправляют на передовую. Но я также против демонизации России как вечного врага. Россия не страна варваров, а страна с великой культурой и многообразными историческими связями с Германией. Это остается немецким позором, что эта страна была дважды в мировых войнах жестоко атакована немецкими солдатами. Именно поэтому у нас особая обязанность выступать за мир с Россией и Украиной. Поэтому мы должны отойти от риторической гонки вооружений, которая вредна, и вместо строительства мостов роют глубокие рвы. Нападение на силовиков. Военная техника выведена на улицы. Масштабные протесты. Властям выдвинуты требования. Нацгвардия приведена в повышенную готовность. США в центре внимания. В Миннеаполисе. Новая стрельба с участием федеральных сил Америки. Прошло всего 17 дней после гибели Рене Гуд, застреленной сотрудником иммиграционной полиции, и город снова охвачен протестами. По данным полиции, стрельба произошла на юге Миннеаполиса. На месте был найден мужчина с несколькими огнестрельными ранениями. Его попытались спасти и доставили в больницу, но он скончался. Предварительно погибшему 37 лет. Он был жителем города и, вероятно, гражданином США, пишет BBC. В Министерстве внутренней безопасности подтвердили, операцию проводили сотрудники пограничной службы США. По официальной версии, они участвовали в задержании нелегального иностранца, который был в розыске за насильственное преступление, когда к ним подошел вооруженный человек. Агенты попытались его разоружить, но он оказал ожесточенное сопротивление, после чего один из сотрудников открыл огонь в порядке самообороны. Свидетели же говорят, что все было не так. Они выстрелили в него, когда он уже лежал на земле. У меня есть видео. Он был на земле, и они только усугубляли ситуацию, ударяя его по голове. Понимаете, о чем я? Они даже не дали ему шанса лечь на землю, они просто начали его хватать. А потом просто бросили его на землю и просто выстрелили в него и убили. Срочное обращение к Трампу. После инцидента власти штата и сенаторы от Миннесоты вновь потребовали от него немедленно вывести из штата тысячи сотрудников иммиграционной и таможенной службы, направленных туда в рамках жесткой кампании против нелегальной иммиграции. Ряд демократов назвали очередное убийство казнью, тогда как федеральные структуры настаивают на версии самообороны. Трамп уже прокомментировал события, он раскритиковал полицию, местную власть и дал понять, что не остановится. Дайте нашим патриотам из иммиграционной и таможенной службы делать свою работу. 12 тысяч нелегальных иностранцев-преступников, многие из них насильственные, были арестованы и выдворены из Миннесоты. Если бы они все еще были здесь,
вы бы сейчас видели что-то намного хуже, чем происходящее сегодня. На фоне протестов в Миннесоте в публичной риторике все чаще звучат резкие заявления о возможном внутреннем конфликте и даже гражданской войне в США. Эти формулировки исходят от активистов и отдельных политиков и активно распространяются в соцсетях. Однако на официальном уровне власти отвергают такую оценку, называя происходящее беспорядками и угрозой общественной безопасности. Ранее США собирались отправить войска в Миннесоту. Атаковано здание правительства. Митингующие требуют отставки премьер-министра. В огне Тирана, в столицу Албании, съехались тысячи жителей со всех регионов страны. Как сообщают местные СМИ, люди кидали в здание правительства коктейли Молотова. Протестующие уверяют, что пойти на крайние меры их вынудила полиция, которая хотела разогнать толпу с помощью спецсредств. Акцию организовала оппозиционная демократическая партия Албании. Политики обвиняют правительство в коррупции, криминале и захвате государства. Официальной информации о пострадавших или задержанных пока нет. Трамп проговорился о новом секретном оружии США. В интервью Нью-Йорк Пост он назвал это оружие дискомбобулятор. Именно его использовали американские военные при захвате президента Венесуэлы Мадуро. Трамп похвастался, говорится в материале, что загадочное оружие вывело вражескую технику из строя. Благодаря дискомбобулятору военные вертолеты США беспрепятственно сели в Каракасе, и спецназ за считанные минуты накинул наручники на Мадуро и его супругу. Операция прошла без единой потери среди американцев, подчеркивает американский президент. При этом Трамп уточнил, что ему запрещено говорить о секретном оружии и тем более рассказывать, как оно работает. Напомню, ранее очевидцы из Венесуэлы сравнивали тайное оружие США с очень мощной звуковой волной. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты. И ни одну они не запустили. Мы вошли, они нажимали кнопки, а ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему нападению. Россия объявила о режиме повышенной готовности у границ НАТО на северо-западе России, в Мурманской области. Как пишут Россми, в закрытом городе Североморске, где находится главная военно-морская база Северного флота РФ, обрушились 5 опор линии электропередачи. Стратегический объект погрузился во тьму. В городе частичный блэкаут. Власти отключили уличное освещение и призвали жителей срочно снижать потребление электроэнергии. Россети объясняет ЧП снегопадом, ветром и изморозью на проводах. Также из-за непогоды света нет в Мурманске. В обесточенных городах развернули пункты помощи и полевые кухни. Люди выстраиваются в очереди за кипятком. На фоне тяжелой ситуации во всей Мурманской области объявили режим повышенной готовности. Критически важные объекты, котельные, больницы и системы водоснабжения уже подключены к теплу и свету. Восстановление электроснабжения в многоквартирных домах возможно не раньше, чем через сутки, заявил губернатор региона Чибис. По факту масштабного блэкаута возбуждено уголовное дело о халатности. Столица замерзает. Без тепла после российского обстрела остаются более 3000 многоэтажек Киева. Самая сложная ситуация в одном из спальных районов столицы. По словам мэра Кличко, без отопления в основном те дома, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Киевляне согреваются как могут. Те, у кого есть газ, нагревают кирпичи и булыжники, а это кадры вот сейчас с замерзшего Киевского моря. Там украинцы в 10-градусный мороз устроили дискотеку и водили хороводы, чтобы согреться и немного отвлечься от реалий войны. В Вашингтоне экстренно введен режим ЧС. Также чрезвычайная ситуация объявлена как минимум в 18 штатах Америки. В стране отменены более 9000 авиарейсов. В опасности 240 миллионов жителей Соединенных Штатов. Власти вывели на улицы города технику, снегоуборочную. На США обрушилась небывалая снежная буря. Метеорологические службы предупреждают о сильных снегопадах и катастрофическом обледенении от Восточного Техаса до Северной Каролины. Шторм может повредить электросети, поэтому возможны отключение электроэнергии, сообщают американские СМИ. Американцев просят без необходимости не выходить из дома. В Германии заговорили о срочной эвакуации самого дорогого из США. Речь о вывозе из Америки немецких золотых слитков. На фоне изменений в трансатлантических отношениях и непредсказуемости Трампа в Берлине все чаще звучат призывы о репатриации золотых запасов ФРГ, которые сейчас хранятся в сейфах Федеральной резервной системы США. По данным The Guardian, Германия обладает вторыми по величине государственными запасами золота в мире. Часть золота, почти
1300 тонн на сумму 164 миллиарда евро находится в Нью-Йорке. В Германии считают, что немецкое золото нужно срочно возвращать на родину, поскольку при Трампе держать его в США слишком рискованно. Мерца призывают действовать. При этом в правительстве ФРГ говорят, что вопрос вывода золотых резервов из США сейчас не рассматривается. Трамп непредсказуем и делает все, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому наше золото больше не в безопасности в хранилищах Федеральной резервной системы, заявил егерь газете «Райнише Пост». По его словам, существует риск, что Бундесбанк может потерять доступ к своим резервам, и поэтому золото следует вернуть в страну. Впервые в истории цены на серебро впервые превысили $100 за унцию. Если в граммах, это чуть больше 31 грамма. Стоимость металла на бирже подскочила на фоне геополитической неопределенности, пишет Рейтер. Речь о притязаниях Трампа на Гренландию. В тревожные времена, такие как сейчас, инвесторы продают рискованные активы и покупают более надежные активы-убежища. Таковыми являются золото и серебро. За последний год цена металла выросла более чем на 200%. Этому, в частности, способствовали проблемы с наращиванием объемов переработки металла и сохраняющийся дефицит предложения на рынке. Золото, сообщает издание, вот-вот достигнет рекордной отметки в $5000 за унцию. Поддержку рынку драгметаллов оказало ослабление доллара США. Друзья, что думаете о переговорах Москвы и Киева и заявлениях Шрёдера и Костенко из Верховной Рады? Оставьте, пожалуйста, свое мнение, как всегда, в комментариях. Всем вам говорю спасибо за лайки и ваши ответы. Хорошего дня и до встречи уже завтра.